Как сделать больно бывшей? Уходя, уходи. Но не всегда расставание проходит гладко. Иногда хочется мстить. Соль на сердечную рану. Сегодняшняя тема навеяна роликом в рекомендациях. Чел продает курсы «Как вернуть бывшую». Но хочется верить, что у большинства есть мозги. И уж лучше мысли, как сделать ей больно, чем попытки ее вернуть и начать все заново. Вообще, если у мужчины возникают мысли о мести, видимо, расставание было неприятным. Неважно, по чьей инициативе вы разошлись, но душевная рана кровоточит. Мне сложно судить, сколько времени приходит в себя после нескольких лет брака. Но по личному опыту отношений по году, иногда потом еще полгода приходишь в себя. И да, женщины иногда ведут себя так, что потом хочется сделать бывшей ненаглядной большую гадость. И сегодня у нас рубрика добрых советов, поговорим про месть бывшим. И я научу тебя готовить это блюдо. Спустя полгода после расставания. Планетный момент. Женщина после расставания важно осознавать, что инициатива разбежаться была ее. Не менее важно для нее убедиться, что она поступила правильно, и ты все равно не был ее достоин. Именно потому они всегда потом регулярно звонят и интересуются твоими делами. Ее согреет, если ты продолжаешь страдать. Еще лучше, если ты спился. Тогда она с чистым сердцем поставит галочку, что все было сделано правильно. Негодный мужчинка был использован и отброшен за ненадобностью. Да и вообще, ты никогда ее не ценил. Ты мудак, а может даже импотент. И нефритовый стержень у тебя 2 сантиметра, и она всегда притворялась. А если инициатором был ты, она обязательно предложит начать сначала. Типа она без тебя не может и бла-бла-бла. Она воспользуется твоей минутной слабостью, а потом бросит, ведь инициатива любой ценой должна быть ее. Кстати говоря, женщины часто осознают, что они невыносимы, и ни один нормальный мужчина долго их не выдержит, а потом бросают первыми. Тут так сохраняется женская самооценка. Из всего этого следует одно важное правило, высказанное еще профессором Преображенским в «Собачьем сердце». Если пришло время рубить собаке хвост, не нужно из ложной жалости его пилить. Расстались, поступай решительно и системно. Руби и жги мосты, блокируй все ее контакты, уничтожь все, что напоминает о ней. Выбрось ее подарки, сотри ее фото. Позвонил с другого телефона, бросай трубу и тут же блокируй. Не пытайся второй раз войти в старую реку. Всегда помни, ведь первый раз вы почему-то расстались. Тогда причины разбежаться показались вескими. Наивно думать, что с тех пор что-то поменялось. Ах да, месть. Для женщин после расставания с нами лучший подарок, когда у нас все плохо. Поверь, она обязательно проверяет твои страницы в соцсетях. И если у тебя депрессия, она насыщается твоими страданиями. Лучше топливо для костра женского эго – сознание, что тебе без нее плохо. В ее собственных глазах повышает ее статус. Смотрите, какие эмоции она вызывает. Потому заживи той жизнью, которая была невозможна, когда у тебя было это, теперь уже бывшее. Супер, если ты купишь машину уровнем лучше, чем была. Будь спокоен, уверен и счастлив, как довольно сытый кот после похода к кошкам. Все это не для мести, для тебя самого, а для бывшей у тебя лишь игнор и равнодушие. Ушла и с ней. Трать на бывшую столько же нервов, сколько ты тратишь на пакет с мусором, когда несешь его на помойку. Нисколько. Ей будет очень больно, если ты просто ее забудешь. Может, как страшный сон. Или просто закроешь, выбросишь эту книгу. И казалось бы, при чем тут тайки? Потому что твой лучший ответ бывший – фотки и стая. Лучше с тайками. Взрослый человек, не мне тебя учить, как это делается. Ей будет крайне неприятно видеть, что ты там развлекаешься. А веселые тайки помогут забыть о любых проблемах. Спустя пару недель тебя не будет волновать такие пустяки, как расставание с некогда любимой женщиной. Поверь, я знаю.